Друзья, всем привет, с вами канал Stable Diff. Сделал настоящее приложение Combine для того, чтобы можно было транскрибировать аудио и видео в текст. С помощью этого приложения можно сразу отредактировать этот текст с помощью локальной либо онлайн LLM модели. Можно также использовать это приложение для ввода текста с микрофона. То есть вы нажимаете горячие клавиши сочетания, либо мик и вводите текст в любое поле, не только вот сюда вот в поле редактирования. Для транскрибации используется движок WhisperX. Это один из самых точных open source движков на сегодня, которые есть. Лучшая точность по таймингам и диаризация. Отлично справляется с русским языком, а также со смешанным языковым вводом. Если, например, взять модель Giga AM, то она здорово справляется с русским языком, но со смешанным языковым вводом справляется плохо. Здесь этой проблемы нет, работает отлично и со смешанным языковым вводом тоже. Лучшая скорость с большими текстами. Часовое видео на RTX 5090 обрабатывается за 5-7 минут. Это максимальная скорость, которую я только, наверное, видел. При диаризации говорящих будет потребляться около 4 гигабайт видеопамяти, а если вы будете делать ввод с микрофона, то будет висеть в памяти около 2,5 гигабайт. Это для быстрого ввода нужно, но модели можно и выгружать. Приложение выглядит вот так вот, оно интуитивно понятно. Здесь много различных функций. Сейчас я вам их покажу. Чтобы установить, достаточно скачать два вот таких вот архива. Это, по сути дела, один архив, но из двух частей. Вы скачиваете обе части, распаковываете первый архив туда, где вы хотите эту программу видеть. В таком вот сжатом состоянии она весит около 2 гигабайт, но когда вы ее распакуете и модель скачаете, то будет около 13 гигабайт весить. В эту сборку не входят модели, но когда вы запустите ее первый раз, модели на автомате скачаются. Если вам такое не нравится и вы хотите их просто скачать архивом, то здесь я приложил и ссылочку на архив. Вы просто переходите из Google диска, скачиваете этот архив и помещаете эти модели в папку Models. Давайте я вам сразу покажу. Вот так вот выглядит сама папка с программой. Здесь есть папка Models. Вы сюда скачиваете и распаковываете все вот эти модели вот таким вот образом. Все, больше ничего делать не нужно. Дальше вы запускаете приложение с помощью Whisper X4 и XE, и у вас будет вот такое вот приложение. А что здесь мы можем делать? Первое, мы можем вот сюда вот нажать наброс, у нас откроется наш проводник, и здесь выбрать любой файл MP4, MP3, WAV, ну, в общем-то, любые аудио-видео форматы. Также можно взять и вот сюда вот прям в поле адреса перетащить любой из этих файлов и отпустить клавишу мыши. Он сразу составляется, и путь будет прописан на автомате. Вы выбираете нужную модель, я вам советую оставить вот такую вот модель V3 Turbo, она работает хорошо и быстро. Нажимаем Transcribe и дожидаемся транскрибации. Вот все, транскрибация готова, моментально просто. Вот такой текст транскрибировался. Если вы первый раз запускаете, у вас модельки сначала будут подгружаться, соответственно, немножко подольше будет. Когда они уже загружены, транскрибация просто моментальная. На всякий случай здесь сам внизу есть лог. Если что-то там пойдет не так, может быть, что-то не скачивается, там еще что-то. Здесь можно это все просмотреть. Есть информация, что происходит в данный момент с программой. Можно скопировать, там отправить куда-то в LLM, посмотреть, либо мне ее отправить, скажем, в GitHub. Справа у нас есть кнопка микрофон. Если мы ее нажимаем, то в этом случае у нас будет запись микрофона. Мы сейчас попозже немножко про это поговорим. Далее у нас есть блок с таймингами. Мы можем нажать вот эту вот галочку и заново нажать Transcribe. В этом случае у нас будет транскрибация уже с таймингами. Тайминги могут быть разбиты по предложениям. Здесь вот у нас указано предложение. Классический SRT формат субтитров. Если у вас вдруг здесь тайминги не отображаются, на всякий случай посмотрите, здесь должно быть SRT, не TXT. В TXT, по-моему, не отображаются они. Итак, вот здесь у нас есть разбиение на предложение. Мы можем сразу выбрать два предложения. Видите, транскрибация повторно не происходит, просто это все на автомате программно складывается. Теперь у нас по 3 предложения. Можем на слова разбивать, например, на 3 слова, на 4 слова, там, на 5 слов и так далее. Причем вот это все происходит именно программно, и тайминги складываются тоже программно, поэтому это все прям вот моментально вообще происходит, даже с большими текстами, вы не будете тратить время. Давайте выберем здесь, например, 3 и включим Highlight Word и нажмем еще раз Transcribe. Теперь у нас будут подсветки на словах. То есть наверняка вы видели в шортсах, где там человек говорит, и у него снизу там 3 или 5 слов, и слово, которое он произносит в данный момент, подсвечивается желтым, например. Это называется как раз-таки highlight. В данном случае вот так вот это выделяется. Дальше второе слово, дальше третье слово и так далее. Дальше уже 3 других слова, ну и по кругу это все пойдет. Также здесь у нас есть диаризация говорящих. Мы можем ее включить вот этой вот галочкой. А здесь на автомате у нас переключается на разбиение по предложениям. То есть это на автомате происходит. Здесь мы выбираем, сколько у нас говорящих. От 1 до 2 может быть. И выбираем формат пометки этих говорящих. Например, давайте вот так вот выберем пометку. И нажмем заново Transcribe. Теперь у нас подключится модель для диаризации. И сейчас у нас каждое предложение будет помечаться
говорящим. Например, здесь у нас первый спикер, первый, и дальше идет второй спикер. Вот эта вот диаризация, она есть достаточно точная, одна из самых точных, которые есть на данный момент в open source. Также справа это у нас не просто поле просмотра, это еще и поле редактирования. Здесь вы можете написать там что-то, удалить, то есть прямо отредактировать. Если вы хотите убрать здесь тайминги, нажимаем прямо вот сюда вот, и у нас тайминги убираются, остаются только говорящие, спикеры и сам текст. Можно все обратно вернуть вот таким вот образом. Также, если мы здесь что-то напечатали, мы можем нажать «Отменить», и вот это все то, что мы вводили, отменяется. Также эта кнопка «Отмена» работает, когда мы будем все это обрабатывать с LLM-моделями, можно тоже отменить вот эти изменения. Если вы хотите более удобно здесь работать, у нас есть вот такая кнопка в полный экран, то есть мы можем уже все это редактировать более комфортно. Здесь есть также микрофон, если вы будете с микрофоном делать ввод, то есть можем clear нажать, и вот, например, давайте нажмем микрофон. Давайте проверим, как у нас работает микрофонный ввод. И вот видите, у нас микрофон, то, что я наговорил, прям моментально сразу попало все сюда. Можем переключиться в обычный режим, можем здесь также нажимать микрофон и делать ввод. Но помимо микрофона у нас есть еще и горячие клавиши. Например, Ctrl Windows, если мы зажимаем, их можно, кстати, отредактировать в настройках вот здесь. Давайте попробуем ввод с микрофона. Раз, два, три, проверяем ввод с микрофона. И вот у нас произошел ввод с микрофона. Здесь можем так нажать, например, но это еще не все. С микрофона с помощью горячих клавиш очень удобно будет вводить в любое, в принципе, поле, которое вы захотите. Например, вот в поиск в браузере. Проверяем поиск в браузере с помощью ввода с микрофона. И все, у нас произошел ввод с микрофона вот таким вот образом. То есть в любое поле, которое вы захотите, можете вводить это с микрофона. Причем, когда вы вводили именно в браузер, это все с микрофона вводится сюда также. Если вы вдруг там что-то потеряли, можете найти это то, что вы вводили здесь в окне редактирования и скопировать там куда-то потом вставить заново. Все, что вы здесь сделали, отредактировали, вы можете скопировать одной кнопкой и вставить куда-то там в другое место. Также можете сохранить вот эти вот субтитры в формате SRT, VTT, TXT и так далее. Короче, в любом формате, просто нажав Save, сохранится у вас на рабочем столе. Но также, если вы что-то транскрибируете, это у вас еще дополнительно сохраняется в папку Output. Давайте посмотрим. У нас есть вот такая вот папка Output, здесь сохраняются все вот эти транскрибации. Это очень удобно, если вы вдруг что-то там уже поменяли и хотите транскрибацию какую-то заново посмотреть, либо ее вернуть, чтобы ее заново не делать. Потому что транскрибации могут быть большие, там и 3-часового видео, и вам на это может понадобиться достаточно много времени, чтобы это не делать. Это все на автомате сохраняется. Поэтому если вы через какой-то большой промежуток времени захотите здесь немножко почистить, просто можете сразу зайти и удалить старые какие-то транскрибации. Здесь нет лимита на количество этих транскрибаций. А вот в папке REC у нас сохраняется аудио, вводы, которые мы вводили с микрофона. И здесь у нас есть лимит на 10 записей. Я поставил, чтобы просто это все не забивало память. И одна из самых интересных фишек, которая здесь есть, это работа с LLM-моделями. Давайте посмотрим, какие LLM-модели вы здесь можете добавлять. Изначально здесь я добавил Ollama Cloud, добавил LM Studio, это локальные уже модели. Ollama тоже локальные модели. OpenRouter — это уже онлайн-модель, но там есть бесплатные модели, вы можете зарегистрироваться, там есть достаточно большое количество именно бесплатных моделей. Если вы там ничего не платили, то порядка 110 или 120 там, по-моему, вводов в день дается. Если заплатили там $10, по-моему, там до 1000 вводов в день можно делать с помощью, например, таких моделей, как Nematron 3 Ultra, 550 миллиардов параметров. Смотрите, также есть Onslaught Studio, я им часто пользуюсь, тоже здесь можно добавлять модельки. Вот модель, которая у меня есть, это локальный вариант модели, опять же. И ниже у нас есть системные промпты, мы их можем писать, и здесь просто потом выбирать очень удобно. И есть вот такое вот поле, естественно, если вы работаете с локальными моделями, вам нужно делать сплиты, либо по-другому разбивать это все на чанки, то есть на части ваш большой текст. Если это было часовое аудио, либо видео, и вы его транскрибируете, это очень много текста, модель локальная это не переварит, потому что локальная модель, она еще и, скорее всего, thinking, думающая, и она будет очень много токенов расходовать именно на размышления, то есть 3000 токенов, возможно, это будет даже предел для вашей локальной модели. Так, давайте я вам для начала просто покажу, как вот эта LLM работает. Например, выбираем здесь OpenRouter, выбираем какую-нибудь бесплатную модель Free, она помечена здесь бесплатно. И системный промпт, например, просто для перевода на английский язык. Нажимаем Fix with LLM и дожидаемся, пока этот текст у нас переведется с помощью онлайн-модели. Все, перевод готов. Если хотим на китайский, пожалуйста, выбираем здесь, например, на китайский, также переводим на китайский. Вот теперь этот текст на китайском.
Также мы можем здесь нажать назад и вернуться обратно к русскому языку. Давайте теперь посмотрим, как сюда добавить свои API на онлайн-модели и посмотрим, как сюда, например, подключить LM Studio либо Ollama. Unsload, в принципе, аналогично здесь подключается. Давайте нажмем вот сюда вот по карандашику, переходим вот в такое вот окошко. Здесь мы выбираем провайдер. Если такого провайдера здесь нет, вы можете здесь придумать своего провайдера, например, там 1, 2, 3 какой-то у вас условный провайдер. Здесь base URL, чтобы к нему подключиться, выбираете, и сюда вводите API от этого провайдера. Нажимаете тест и проверяете, доступны ли модели. Окей, 422 модели доступны, но это OpenRouter, потому что его base URL и его API здесь стоит. Нажимаем Add, и он добавляет у нас сюда вот список. В общем-то, любого провайдера теоретически вы сюда должны добавить, но вот, может быть, какие-то не работают. Не знаю, вот OpenRouter заработал, Ollama Cloud заработал, но вот эти локальные, понятно, что они работают и так. Давайте сейчас выберем, например, LM Studio. Смотрите, он подключается таким образом. В принципе, у вас тот же самый IP и порт, скорее всего, у него есть, поэтому он будет работать у вас с коробки, сюда даже заходить не надо. Просто можно нажать тест и проверить, 13 моделей доступны. Все, выходим отсюда. Также мы можем вот сюда вот зайти в системный промпт. И здесь, если вы опять же введете какое-то там свое название промпта, здесь что-то там свое напишите, то есть как должна модель поступать с этим текстом, то есть ей рассказываете, нажимаете Save, сохраняете дополнительный вот этот системный промпт. Также его можно отсюда удалить и можно отредактировать. Ну, теоретически вы просто выбираете, когда редактируете, если не меняете имя и нажимаете Save, то вы просто редактируете именно содержание системного промпта, который вот с этим именем, да. Если имя поменяете, то это будет уже после сохранения новый системный промпт, поэтому, в общем, здесь можно создавать сколько угодно их. Нажимаем, например, 1, 2, 3, нажимаем удалить и удаляем вновь введенный системный промпт. Смотрите, этот словарь PI выглядит примерно вот так. Вот это не самая лучшая, наверное, запись для вот и различных моделей, которые я использую, но это работает. Итак, давайте заново сделаем транскрибацию. Я сейчас уберу вот эти все тайминги, просто сделаю транскрибацию текста. Готово. Вот видите, Cozy Voice S3, он неправильно, естественно, определился. Итак, друзья, давайте теперь попробуем обработать вот этот вот текст с помощью LM Studio. Здесь просто выбираем LM Studio, выбираем необходимую модель, но вот минимальная модель, которая 100% справится вот с обработкой текста, который вот вы встречаете, там различные названия. Вот 100% она справляется. Вот такая вот модель 26B Gemma 4. Выбираем словарь PI, можно сюда зайти на всякий случай, убедиться, что Cozy Voice, например, 3, он здесь прописан. Если не прописан, то допишите те слова, которые вам не получается отредактировать. Итак, нажимаем здесь Fix with LLM, и у нас запускается LM Studio, подгружается модель в сервер вот сюда вот Cozy Voice 3. Теперь слова вот так вот эти звучат. Ну и другие слова вроде бы тоже text-to-speech, все вот правильно обработано, то есть каких-то косяков, проблем здесь с текстом нету. Но если будет большой, прям совсем текст, да, вручную, это реально обрабатывать очень тяжело, для этого LM-модели есть. Если вас не тянет желез 26B, вот такую вот модель, ну 8B может с этим не справиться, поэтому есть онлайн-модели, например, OpenRouter, просто регистрируйтесь на их сайте, создаете там API и бесплатные там 100 запросов у вас в день будут. Ну и также давайте зайдем вот сюда вот в настройки. Здесь у нас есть различные языки приложения. Русский, английский. Я оставил по умолчанию на английском. Русский на втором у нас месте. Есть различные варианты представления приложения. Там светлый, темный и так далее. Это, я думаю, разберетесь, как у вас будет работать вот это все на видеокарте, либо на процессоре. Возможно, еще вариант работы на процессоре. Понятно, это будет дольше, но если у вас нет видеокарты, вообще, в принципе, ее нет, наверное, да, там 4-гигабайтный, то вы можете на процессоре это все тоже обработать. Есть у нас сочетание клавиш Ctrl Windows по умолчанию клавиша для задействования микрофона и ввода с микрофона. Можете поменять на то, что вам удобно. Выбирайте есть микрофон, который вам нужен, вот, с которого будет ввод. И есть вот такие вот галочки: запускать вместе с Windows, запускать в свернутом состоянии, хранить модели в памяти. Если вы будете делать ввод с микрофона, то желательно хранить модели в памяти. А если вы их не будете хранить, то эти модели будут каждый раз подгружаться. Ну и, короче, транскрибация с микрофона будет долгой. Если это все висит у вас в памяти, то с микрофона просто моментальная транскрибация происходит. Также есть еще вот такая вот галочка, будет означать, если вы будете делать ввод с микрофона, то у вас сначала будет происходить транскрибация, потом отправляется все это в LLM-модель, она это обрабатывает, и только потом вводится ваше поле ввода. Это все.
Это больше пригодно, если у вас какие-то прям сложные тексты и не получается вот с помощью этой модели как правильно транскрибировать текст. Либо у вас проблемная диктовка, скажем, нечеткая, да, либо микрофон может быть плохой, а он не совсем улавливает точно голос и происходят некоторые ошибки. В этом случае LM может помочь с исправлением этого текста, чтобы он выглядел правильно. А далее у нас есть такой же ввод с помощью кнопки Transcribe, то есть сначала у нас будет транскрибация, потом обработка автоматом с той LM-модели, которая здесь выбрана, и только потом будет вывод в окно редактирования вот это вот. Также еще сюда вы можете ввести Hugging Face, если вы планируете именно скачивать модели, то есть не скачать из Google диска, да, как я вам там предложил. Да, давайте еще раз покажу. Здесь у нас есть вот такая ссылочка, можно скачать с Google диска и распаковать в папку Modules. Но если вы хотите, чтобы на автомате эти модели скачались, у вас хороший интернет, то вам нужно сюда ввести токен от Hugging Face. Также нужно будет еще перейти вот сюда вот по ссылке. Это модель для диаризации, и вот здесь нужно будет принять соглашение. И когда вы будете его принимать, естественно, токен ваш должен быть там введен под вашим аккаунтом. Этот токен потом вы, естественно, вводите вот сюда. В этом случае модель для диаризации скачается без проблем. Если вы это не сделаете, она на автомате не скачается, но с Google диска можно скачать самостоятельно. Здесь у нас есть тайминг для микрофона. Если вы зажали клавиши, их не отпускаете, то 30 секунд будет это все висеть и ожидать вашего ввода. Можно поставить и более продолжительное время, например, там 300 секунд или больше. А если вы хотите просто их держать и там полчаса говорить, например, и тогда уже транскрибация будет работать на вот такое большое аудио. Ну, вроде бы все, что хотел про это приложение, вам рассказал. Если какие-то вопросы у вас возникнут, обязательно их задавайте, буду стараться отвечать. Приложение на GitHub, оно доступно бесплатно для скачивания. Просто переходите, скачивайте и пользуйтесь. Если захотите меня как-то отблагодарить, либо просто зайти, подключиться на Boosty, здесь, может, какие-то еще материалы вам будут интересны, то заходите, всегда буду вам рад. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока.